Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите телевидение Видврата ТВ. И сегодня у нас очередной выпуск ежемесячного прогноза на следующий солнечный месяц, третий в этом году. Этот солнечный месяц начинается 15 июня и заканчивается 15 июля. Он обозначается тем, что Сурья находится в Митхуна Раши, или, говоря языком западноевропейской астрологии, Солнце находится в сидерическом знаке Близнецы. И есть много факторов, которые влияют на силы мироздания, на события, которые происходят, а самое главное на людей, на их опыт, на то, что мы проживаем и ощущаем. И в течение этого солнечного месяца Сурья будет в Митхуне. Это главное указание, мы его будем обсуждать наиболее подробно, глубоко, и из него мы выведем самые важные рекомендации и советы. Итак, самое главное. С 15 июня по 16 июля 2022 года Граха Сурья находится в третьем знаке сидерического зодиака Митхуна Раши. Ну, поскольку это третий знак, это третий солнечный месяц. И самое главное, то есть ключ, на что ориентироваться, за что держаться, нам нужно помнить, что Сурья — это сила, которую мы ощущаем как силу сознания, силу духа, то есть центра, смысла, силу бытия, существования. Она попадает в третий раши, это уровень горла и рук. Это уровень, отвечающий за выражение, формулирование. Поэтому наша суть должна влиять, выражать и выражаться, взаимодействовать, коммуницировать, ну, даже, может быть, обменяться, общаться. И это ключ, это главное, на это можно ориентироваться, чтобы знать, что по большому счету делать в течение этого солнечного месяца. Положение Сурьи в третьем раши Митхуна, его состояние, можно лучше понять по его положению в третьей Бхаве. И это когда правитель приходит в руки. Это когда он берет какие-то инструменты, может быть слова, а может быть какие-то другие способы выражения, и начинает с помощью них проявляться в окружении, влиять на это окружение. Ну и поскольку это Сурья влияет, не Гуру, не Мангала, не Чандра, не Шукра, он как влияет? Как Сурья, как правитель, как отец, как король, раджа или гетьман. Вот. И он должен о всех заботиться, ну, всем помогать, мы как бы понимаем, да, но всем давать благо, всем давать свою милость Сурьи. Этот дополнительный ключ нам помогает понять, что вот два самых выраженных качеств Митхуна Сурьи и в карте рождения, и в карте транзитов, то есть прогнозах для всех, это возможность высшей силы благоволеть. Это называется отеческая забота, не материнская, добрая сострадательность, а отеческая. И делать благо, благодеяние, это отеческая милость. Мы подробнее это потом разберем и дадим советы, что с этим делать. Но пока мы рассматриваем самые важные, ключевые факторы этого солнечного месяца. И здесь важный момент. Есть некоторые такие концепции, что мы все едины, весь мир это одна семья. Но попробуйте у любого человека, который об этом говорит, попросить у него какую-то личную вещь. Отдай мне свое что-то. И он не отдаст, скажет, это мое, я тебе не отдам. Мы все едины, но я тебе ничего не отдам. Получается некоторый такой парадокс, противоречие. Вроде человек утверждает о единстве, весь мир моя семья, но не может дать какую-то мелочь. Вот, потому что мы не понимаем, на каком уровне находится это единство. Как реально ощутить, почувствовать, осознать это единство. Со всем мирозданием, со Вселенной, Васудева Кутумбаха, со всем сущим, со всем существующим и живым. Оно находится только в этом глубоком уровне Сурьи, то есть лишь на уровне сознания, опыта духа, опыта чистого бытия, на уровне источника творения, ну можно сказать Бога. В опыте Сурьи мы понимаем, да, все едино, все из одного источника. Но потом, когда из этого единства возникает многообразие, то там уже все разное, и единство превращается в многообразие. Поэтому мы едины, но только в опыте Бога, скажем. Или осознавая Сурью. Это нас объединяет. И это тоже прекрасно.
Вот, поэтому если мы хотим понять, что же такое концепция единства, или этот тезис, аффирмация «мы все едины», «весь мир моя семья», то нам нужно проживать опыт Сурьи, который нас всех объединяет, опыт чистого сознания, чистого бытия. Можно сказать, опыт Бога для религиозных людей. И как раз это хороший месяц, чтобы объединиться нам всем в духе, на уровне сознания, на уровне смыслов и сути. Далее. Вот это вот проявление Сурьи в третьем раше, забота, но не женская, материнская, а мужская, отеческая, это благоволение, каруна на санскрите. Это значит давать благо, давать покровительство. А второе значение этого на санскрите митра, это означает быть благотворным, милостливым, и добрым в контексте отца или правителя. Не добрым как мама, а добрым как отец. И поэтому в контексте деват Сурья в третьем раше символизируется митра адитий. Это один из адитий, то есть явлений, проявлений, форм, деват Сурьи, который он милостливый, не дружелюбен, а именно милостливый. И нам нужно это не путать, потому что мы берем словарь санскритский, например, русский, и смотрим там доброта, сострадание, и как Сурья, он обнял кого-то и плачет. Это неадекватно, так Сурья делать не может. Отец так никогда не поступит. Король, правитель так не делает. Далее, исходя из этого единства в Сурье, это и рекомендация общая, традиционная, общеизвестная, классическая. И наш совет восстановить в течение этого месяца отношения со своим отцом, если они ухудшились. Или улучшить, если они есть. И этот отец может быть как отец земной, то есть ваш родной отец, представитель вашего рода, прародитель. И это может быть Отец Небесный, Бог в том числе. Потому что Сурья это и Бог, и Отец. Это одна высшая сущность. И поэтому там говорится во многих пословицах: достаточно только одного Солнца, достаточно только одного Отца, достаточно только одного Бога. И, допустим, в ведической традиции такого Сурью, Митра Сурью, в этом третьем солнечном месяце почитают как Солнце, и это называется Сурья Намаскара. Я почитаю Солнце, я его приветствую. Ом Митрая Намага. А, скажем, в прославянской традиции, в украинской, есть такая пословица, прислів'я: где Солнце, там Бог. То есть смотрим на Солнце, и там Бог. И Солнце одно, и Бог один. Эти два аспекта, как же именно проявляет Сурья или Бог свою милость? Он дает ее всем. То есть Сурья благожелателен, милостливый, дает благо всем. По-разному, но всем. Поэтому Солнце светит для всех. Это старовинное украинское прислів'я. Солнце светит для всех. И в Пуранах написано то же самое, что Сурья смотрит благожелательно на всех. Но в зависимости от того, насколько человек чистый, светлый, эта интенсивность по-разному передается как милость, как благо Сурьи, или Бога, или правителя, или Отца. Но одновременно он смотрит не только благожелательно на всех, но он смотрит строго, строгим взглядом. Допустим, в Ригведе написано, что Адитья Сурья смотрит пристальным, немигающим, строгим взглядом. И по аналогии в прославянской традиции есть такая пословица: «Батька суворий, але справедливый». То есть отец строгий, но справедливый. И руководитель, военачальник, командир должен быть строгим, но справедливым. И Бог, он не добрый, и Бог это не любовь. Это справедливость и строгость одновременно. Справедливость, потому что он знает правду, истину, как правильно. А строгий он потому, что он создал свои законы, и он следит за их соблюдением. Законы нужно соблюдать. Понимая главные расположения грах, как высших сил, как небесных сил, божественных сущностей, и переходы, которые меняют эти состояния, мы можем прийти уже к прогнозам и рекомендациям. Итак, на третий солнечный месяц Митхуна, который начинается 15 июля, мы должны понимать, что самая главная сущность каждого человека, представленная Сурьей, она попадает в уровень
влияние, выражение, воздействие, управление, руководство, манипулирование, коммуникации и обмена. Вот. Поэтому с точки зрения, скажем, глобального джотиша, самхита джотиша, правители станут более выражающимися, более сильными, воздействующими, пытающимися взять в свои руки и наконец-то довести до конца то, что они смогли довести. Или быть более проявленными, заметными, руководящими, ведущими. Вот. Это касается не только правителей, таких как глав государств, это касается людей власти, власть имущих, сановников, высших чиновников, а также аристократов, то есть благородных людей, которые тоже представлены в Сурье. Но нужно учитывать, что Сурья в третьем раше чувствует себя в принципе хорошо, он там влияющий, конкретный, определенный, но в то же время он там сдержанный, даже ограниченный. Это хорошее для него место, но не лучшее. И поэтому одновременно с этим проявлением влиятельности для власть имущих, для правителей, они почувствуют, что они ограничены. Они должны влиять, но учитывать сдерживающие факторы. И у них как бы нет полного свободы во своих влияниях. Они вынуждены сонастраивать, учитывать ограничивающие их факторы. Например, ресурс. Но самое главное не для глобального прогноза самхита джотиш, а для каждого человека, поскольку для всех Сурья будет в третьем раше Митхуна, это нужно осознавать, в чем мы все едины, и не быть в иллюзиях о полном единстве мироздания или человечества. А для этого нам нужно понять, что у нас есть источник, который нас создал. Это Отец, как земной представитель Сурьи, и Бог, как высший, небесный, духовный, божественный представитель Сурьи. То есть, если мы говорим, что же делать в внутренней физической реальности, улучшите свои отношения с Отцом, поблагодарите Его, и Его есть за что поблагодарить. И мужчинам это даст успех, а женщинам это даст хорошие отношения в браке, в семье. То же самое, поблагодарите свой источник существования, Бога, силу бытия, за то, что вы есть хотя бы. Ну и его есть еще за много что поблагодарить. Еще одно изменение, которое произойдет в течение этого месяца. 22 июня у нас происходит. То есть Солнце стоит, находится в точке изменения движения, перехода экстремума с одного направления в другое 22 июня. Называется летнее солнцестояние. Понятно, что оно приносит много изменений в природном мире, в естественной реальности. Скажем, с точки зрения времен года, весна заменяется летом. Панчанги и мухурты, скорее всего, не панчанги, а ведического календаря. 16 июля будет Карка Санкранти, Солнце достигнет своего северного пика и начнет движение на юг. То есть Уттара Аяна меняется на Дакшина Аяну или Питри Аяну. Северное движение, восходящее, меняется на южное, нисходящее. Можно сказать, что это как бы прошло половина дня, в полдень активность с растущей тенденцией меняется на уменьшающуюся тенденцию. Это фактически две половины года. Есть лунный год, солнечный год и две вот этих аяны, два движения. Начинающаяся с 16 июля Карка Санкранти, нисходящее направление движения Сурья, она является более земной, чем небесной. Она более материальная, чем духовная. Более природная, чем сущностная или родовая. Это как вот есть в белорусском промовке или пословице: жизнь состоит из двух частей, на ярмарку и с ярмарки. Или по аналогии в других традициях есть время разбрасывать и собирать. Есть время сеять и есть время пожинать. И поэтому вот эта вторая половина года, Уттара Дакшина Аяна или Питри Аяна, это значит, что то, что мы заложили в течение первой половины с 22 декабря, нам нужно будет теперь собирать как урожай, и уже активность будет идти на спад. В контексте того, что делать каждому из нас, вот что мне сейчас делать, куда ехать, куда идти, чем заниматься, за что браться,
У меня есть некоторый другой ориентир. У меня есть то, ради чего я живу, или тот, ради кого я живу, и условия, в которых я это все выполняю. Поэтому какие использовать инструменты, тенденции, какие советы на этот месяц я сказал, а что самое главное нужно делать, и на основании какого критерия вам принимать решение, он должен быть у вас, у каждого свой, индивидуальный, и геополитическая ситуация, война, кризис в экономике просто накладывают некоторый отпечаток. Делайте то, что вы должны делать, и это главное. А ситуация в мире, в экономике, в стране – это те условия, в которых вы делаете то, что вы должны делать. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Пишите ваши вопросы и более подробно знания о джотише, о философии, об отношениях вы можете найти на курсах и семинарах нашей школы Ведаврата.